Кто это у нас сегодня в гостях такой маленький, но с большими глазами? Эту кроху именуют долгопятом. И назвали ее так из-за непропорционально длинных пальцев, которые помогают ловко прыгать по деревьям и хватать насекомых. Долгопятый – это целый род, насчитывающий 8 видов, принадлежащих к одной из наиболее примечательных групп приматов. Да, долгопятые – это приматы, но не обезьяны. В более узком и повседневном использовании термина, когда под обезьянами часто подразумеваются только узконосые обезьяны, долгопятый классифицируется отдельно в качестве части разнообразия широконосых обезьян. Эти маленькие приматики с удивленными глазами предпочитают селиться на островах Юго-Восточной Азии, таких как Калимантан, Сулавеси, Суматра и им подобным. Проживают в элитных квартирах на верхушках деревьев, по которым могут очень ловко передвигаться. Передвигаясь по земле с помощью длинных задних ног, совершают прыжки до 170 см в длину и до 160 см в высоту, отбрасывая задние конечности назад, подобно лягушке или кузнечику. Хвост они используют как балансир. Долгопятые небольшие зверьки. Их рост составляет от 8 до 16 сантиметров. При этом голый хвост с кисточкой на конце достигает длины до 27, масса до 150 грамм. Пальцы чрезвычайно длинные, снабженные на концах утолщениями, как бы присосками, облегчающими лазание по деревьям. А почему у долгопятов такие большие глаза? Все потому, что они ночные приматы и бодрствуют преимущественно в темное время суток. Их глаза достигают 16 мм в диаметре. Глаза долгопята являются не просто большими по отношению к размеру их тела. Если сравнивать, они занимают огромную часть черепа. Фактически каждый его глаз почти такой же большой, как и его мозг. В пересчете на человеческий рост глаза долгопятов по размеру соответствуют яблоку. Кроме того, их огромные желтые глаза светятся в темноте, а большой зрачок способен сильно сокращаться, как, например, у кошек. Помимо выдающихся размеров глаз, долгопятые обладают уникальной вокализацией. Они единственные известные приматы, общающиеся на чистом ультразвуке. Они могут слышать звуки с частотами до 90 кГц и кричать на частотах около 70 кГц. Несмотря на свою миловидную внешность, этот скромняга самый настоящий киллер. Это страх и ужас для всех пролетающих или проползающих мимо насекомых. Не брезгуют они небольшими позвоночными, в виде ящериц, например. Между прочим, долгопят является единственным 100% хищным приматом, остальные всеядны. Долгопяты, в отличие от большинства других приматов, предпочитают жить поодиночке, ревностно охраняя свой дальний юго-восточный гектар, и они очень ревностно относятся к защите своих территорий. Наибольший шанс встретить самку с самцом вместе представляется в период полнолуния в декабре и январе, когда у них брачный период. После романтического свидания в полнолуние самка обзаводится, как правило, единственным детенышем. Половой зрелости долгопятые достигают в 1 год, живут до 10 лет, в неволе до 15. С людьми отношения у этих милах довольно напряженные. В прошлом филиппинцы считали их питомцами лесных духов. Индонезийцы вообще думали, что голова у долгопятов существует отдельно от тела, так как может вращаться почти на 360 градусов. И поэтому очень их боялись, предполагая, что людей при встрече с этими животными постигнет та же участь. К тому же люди истребляют их из-за мяса и шерсти. Только вдумайтесь, а вырубка лесов так вообще может оставить их без крыши над головой. Попытки приручить долгопятов и сделать из них домашних питомцев не имеют успеха и ведут, как правило, к смерти животного через короткое время. Долгопят не может привыкнуть к неволе. Пытаясь убежать, он нередко разбивает голову о прутья клетки. А как вы относитесь к приручению диких животных? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!